Вот такой обалденно вкусный ужин я себе приготовил. Запеченная в духовке картошка с сыром и салат с креветками. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Мы в преддверии праздников, в преддверии Рождества и Нового года. У нас Рождество справляется 25 декабря. И с сегодняшнего дня официально начались школьные каникулы. У меня старший сын вчера, последний день был в колледже, и он вернется уже в колледж, я думаю, 3 или 4 января. И также младший сын, у младшего сына сегодня был короткий день, они закончили все в полдень, так что официально дети у нас на каникулах. К этому я решил сделать на ужин запеченную в духовке картошку, которую буду подавать с салатом из креветок. И к этому я хочу испечь печенюшки. Печенюшки я буду делать из готового теста. Это тесто я не знаю, как делать, не умею делать из имбиря. Вот такие у нас такие упаковки можно купить. И это здесь традиция, печенье кушают в Рождество. А чтобы время не терять, я сейчас только быстро раскатаю и испеку печенье, и в то же время мы подготовим картошку и идти в духовку. Я, ради бога, никого учить не хочу на моем канале, я просто делюсь с вами, что я делаю сегодня. Итак, я уже вымыл картошку, сейчас мы так вилочкой пройдем немножко, и аккуратненько мы завернем в фольгу, так, чтобы можно было легко фольгу открыть. И сразу я в форму отправляю. Картошка среднего размера, так что я взял 6 картошин. Картошка выпекается у меня в духовке при 180 градусов 1 час. Ну, так, перед тем, как картошку я отправлю в духовку, я хочу эти печенюшки испечь сейчас. Выпекаться сравнительно быстро, 8-10 минут, только раскатать тесто надо. И взять формочки. Вот так. Картошку мы приготовили. Так что это будет выпекаться 180 градусов 1 час. И здесь у меня тесто, как я сказал, уже готовое. Такого коричневого цвета. Я сейчас раскатаю и порежем по формочкам. У всех свои традиции, но я знаю, что в Эстонии, когда жил, это популярно было в Эстонии, и здесь на Западе тоже они уже, и некоторые уже готовые печенюшки продают, и также печенюшки украшают разными узорами или рисунками. Но я в прошлом году украшал, и честно говоря, пока оно свежее, хорошо, а как немножко постоят, тогда уже узор этот портился у меня, так что я решил просто сегодня сделать печенюшки без всякого узора. Здесь у меня полотенце уже приготовлено. Буду делать просто такими кругляшками печенюшки. И выпекаются при 170 градусах 8-10 минут.
Я никого не учу, как делать, потому что я это не умею делать. Но я просто с вами делюсь, и, может быть, вам подкинут уже идею сделать. И сразу отправляю на противень. В то же время у меня духовка уже нагревается. Когда дети были маленькие, они все раскатывали сами. А в этом году я младшему сыну предложил, так он на меня посмотрел и говорит: ты что, у меня каникулы, я что, буду выпекать печенье вам? Так что дети взрослеют, и у них все меньше и меньше верят они в Деда Мороза. Ну, практически уже и не верят, потому что я помню, в детстве они были, они еще письмо писали, а в этом году уже последние пару лет уже все, прекратили письма писать. Вот и все, последняя печенюшка. Итак, целое противень у меня печенье получилось. У меня сейчас духовка нагреется до 170 градусов, я их отправлю на 8-10 минут, и после этого сразу картошка идет в духовку. Итак, для салата из креветок у меня здесь уже креветки размороженные, такая пачка. Сейчас я их отправлю сюда в миску. Так. Теперь для свежести креветок я добавлю немного зеленого лука и один огурец свежий. Так. И сразу же порежу меленько огурец. Можно делать без огурца, я просто решил, что огурец хорошо пойдет сюда для свежести. Так, отправляем это в миску. И порежу немного зелени. Из зелени у меня укроп и кориандр. Так. Теперь сюда добавлю немного перец. Солить я солить не буду, потому что у меня майонез уже соленый. Так, достаточно. Все это сейчас перемешаем. И капельку кетчупа добавим. Так, достаточно. Очень хорошо. И теперь я попробую сейчас на вкус. А в то же время у меня печенюшки спеклись. Салат получился обалденно вкусный. Сейчас теперь перенесу сюда миску такую. Так, и отправим в холодильник. Так что основной салат мы сделали. Итак, картошка у меня выпекалась 1 час в духовке. И теперь осторожно открываем. Будьте очень осторожны, потому что это очень горячо здесь. Каждую картофелю так открываем с фольги. Потому что когда мы заворачивали, я вам сказал, чтобы заворачивайте так, чтобы было удобно вам потом раскрыть. Так. И теперь ножом каждую картофелину сделаем пополам. И теперь сюда мы в каждую щель мы поставим масло, чтобы масло
пошла в щель, хорошо помогаем ножом. Ради Бога, не делайте руками, потому что вы обожгетесь. Очень горячо здесь. И теперь берем тертый сыр. Если у вас этого нет, то можно и тертым сыром туда в щель попробуем. Как можно больше туда в щель, чтобы пошло. Так, очень хорошо. И теперь отправляем обратно в духовку минут на 15, чтобы сыр хорошо прорумянился. Вот такой аппетитный ужин получился у меня. В духовке запеченная картошка с сыром и салат с креветками. Выглядит аппетитно, но это обалденно вкусно тоже. Итак, сегодня поделился с вами еще одной идеей, что можно приготовить на ужин или на обед. Это блюдо часто подается у нас в пабах здесь, в барах. Можно пойти заказать, и начинка там разная. Или с тунцом, или делают как полонез, все такое. Но обалденно вкусно. Сегодняшний ужин, почему я такую идею получил, так как у нас начались рождественские каникулы, и моя половина заказала специально сделать картошку в духовке вместе с креветками. Получилось обалденно вкусно. Моя семья, сейчас заканчиваю это видео, моя семья садится за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Рождественское время наступает, новогоднее время. Время, когда то, что было плохое, мы оставляем позади и никогда к этому не возвращаемся. Если можно, то кому-то мы прощаем какие-то ошибки. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дал какую-то идею тоже сделать то же самое или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А вам от всего сердца хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Самое главное, крепкого здоровья, потому что я сам знаю, что я сам болею сильно, и я сам инвалид, и иногда здоровья не хватает. И обязательно я хочу всем пожелать мирного неба. А на этом также хочу сказать пока-пока. До новых встреч.